Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых событий из TimePad в сервис SMS-рассылок TurboSMS. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые события из TimePad в другие системы. Например, вы сможете настроить SMS-рассылку через TurboSMS и уведомлять ваших клиентов о важных событиях. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт TimePad в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из TimePad. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет TimePad. Далее необходимо перейти в раздел «Организация». Теперь переходим в интеграции, веб-хуки. На этом этапе вы можете настроить отправку веб-хука при разных событиях. В данном случае я хочу, чтобы передавались данные в TurboSMS при изменении статуса билета. В поле URL вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. После этого кликаем «Сохранить». Теперь нам необходимо перейти на сайт и сгенерировать новые данные, которые придут на указанный веб-хук. После этого возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем TurboSMS. Далее необходимо указать действие «Отправить SMS». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт TurboSMS к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать API логин и API пароль. Чтобы получить эти данные, переходим в личный кабинет TurboSMS. Далее переходим в раздел «Настройки API». В этом разделе необходимо поставить галочку напротив пункта SOAP. Далее нам необходимо скопировать логин для авторизации на сервере и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Если вы оставите включенную галочку «Оставить старый пароль», то можете в поле API пароль указать пароль от личного кабинета TurboSMS, но я рекомендую снять эту галочку и придумать отдельный пароль для сторонних приложений. Повторяем ввод нового пароля. Теперь необходимо сохранить настройки. Перед этим указываем текущий пароль от личного кабинета TurboSMS. После того, как настройки сохранены, возвращаемся в сервис Apex Drive и указываем в поле API пароль только что придуманный пароль. После того, как все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, необходимые для отправки SMS-сообщения. В поле «Номер получателя» вам необходимо указать переменную из TimePad, в которой содержится номер клиента.
Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. В поле «Отправитель альфа-имя» вам необходимо указать зарегистрированное альфа-имя в системе TurboSMS. Если у вас еще не зарегистрировано альфа-имя, вы можете использовать одно из стандартных. Прописываем альфа-имя в соответствующее поле в системе Apex Drive вручную. В поле «Сообщения» вам необходимо составить SMS-сообщение, которое будет отправляться каждому клиенту из TimePad. Вы можете использовать как переменные из TimePad, так и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда необходимое SMS-сообщение составлено, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в сервис TurboSMS при каждом новом событии из TimePad. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в TurboSMS». После успешной отправки переходим в TurboSMS и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных TurboSMS успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!